Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Бов Наталья. Сегодня продолжаем говорить о жирах. Кто-то помнит, кто-то нет, что в 1980 году было проведено учеными исследование, заключением которых явилось, что жир – это враг номер один для нашего организма. И, естественно, многие после публикации этого заключения уменьшили жирность в своем рационе, а производство стали производить больше нежирных продуктов, либо с низкой жирностью. Но по истечению многих лет такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, либо сердечно-сосудистые различные заболевания не уменьшились, хотя именно они явились причиной первого исследования в 80-м году. Так вот, они не только не уменьшились в своем количестве, но и увеличились, а также помолодели. Вернее сказать, что они стали проявляться у людей более молодого возраста. Так вот, практически по истечении 40 лет в 2017 году проведены были еще одни исследования, заключением которых явилось, что жиры не только не вредны для нашего организма, но они и полезны. Но мы сейчас с вами говорим о натуральных жирах, животных и растительных, но существуют трансжиры. Мы знаем об их существовании, мы знаем, что они очень вредны для нашего здоровья. Что такое трансжиры? Это растительные масла, превращенные в какие-то твердые субстанции. Происходит это путем гидрогенизации. Первой эту технологию стала использовать компания Procter & Gamble. Они создали так называемое новое масло для кондитерских каких-то приготовлений, изготовлений. Да? В принципе, по-нашему это сейчас маргарин. Назвали они его Гриска. И чтобы эта продукция лучше продавалась, они стали выпускать поваренные книги с различными рецептами с использованием этого маргарина. Далее трансжиры стали основой для фастфудов. И еще позже постепенно все производства стали переходить именно на трансжиры. Почему это произошло? Потому что трансжиры имеют низкую себестоимость и большой срок хранения. В данный момент многие страны Европы и вообще мира стараются бороться с трансжирами на законодательном уровне. Они либо их запрещают, либо как-то хотят минимизировать использование в своих странах. А, например, Голландия, не дожидаясь каких-то запретов на законодательном уровне, общественность сама добилась меньшего использования трансжиров на территории своей страны. Например, такой популярный картофель фри в Макдональдсах Голландии имеет всего лишь 4% трансжиров. А, например, тот же картофель фри на территории Америки 21% содержит трансжиров. Так чем же вредны трансжиры для нашего организма? Дело в том, что попадая в наш организм, трансжиры, как и натуральные жиры, встраиваются в мембрану наших клеток. Но в отличие от натуральных, трансжиры имеют искусственное происхождение и, естественно, являются чужеродными для нашего организма. Так вот, когда какой-либо трансизомер попадает в соединение, он уменьшает количество и качество химической реакции, а некоторые из них даже вообще блокируются. А также трансжиры не выводятся из нашего организма, и их накопление в нем приводит к объему этих каких-то нарушений, а также наш организм наполняется дефективными биологическими структурами. Так как все-таки нам бороться с этими трансжирами, как минимизировать их потребление в своем рационе? Когда вы покупаете какие-то продукты, обращайте внимание на их стоимость. Дело в том, что качественный продукт просто не может стоить дешево. Второе, все-таки читайте, что написано на упаковке. И, конечно же, старайтесь покупать продукты все-таки в фермерских магазинах, каких-то фермерских отделах, лавках. Именно цельное молоко, сливки, натуральное масло, сметану, рыбу, мясо, домашние яйца. То, что касается растительных масел, выбирайте первого холодного отжима. Майонез старайтесь готовить своими усилиями дома. То, что касается выпечки, кондитерских изделий, тоже делайте их своими руками. И часто встает вопрос о рафинированных растительных маслах. Но дело в том, что процесс
Рафинирование и гидроинизация – это совершенно разные процессы. Рафинирование – это процесс глубокой очистки для того, чтобы масло хранилось долго. Поэтому трансжиров в рафинированных маслах нет. Но так как оно и не вредно для нашего организма, оно также и не полезно, потому что после этой глубокой очистки мало что остается полезного в этом масле. Ну и, конечно же, вы должны исключить маргарин из своего рациона, так как он содержит до 40% трансжиров. Если говорить о спреде, то это до 8%. Также обязательно нужно исключить конфеты, вафли, какие-то вафельные торты, всевозможная выпечка подобная, так как она имеет до 30% трансжиров. И если вы пользуетесь, например, слоеным тестом покупным, имейте в виду, 15% трансжиров вы потребляете. Итак, делаем вывод. Жиры все-таки нам полезны, но это натуральные животные и растительные жиры. Трансжиры вредны для нашего организма, и мы должны их стараться исключить, либо минимизировать в своем рационе. Стараемся покупать все-таки продукцию в фермерских магазинах, стараемся покупать натуральные продукты, так как не забываем, что все-таки наши бабушки и дедушки питались именно натуральными продуктами, именно из натурального козьего либо коровьего молока и жили при этом до 80-90 лет. И как всегда в конце нашего видео простой, легкий приготовления рецепт. Сегодня готовим фаршированные лодочки из баклажан. Для их приготовления нам нужны помидоры, баклажаны, фарш, яйца, соль и чеснок. Баклажаны разрезаем напополам и с помощью столовой ложки вынимаем сердцевину, формируем лодочки. Затем эту же сердцевину мелко нарезаем кубиками, слегка подсаливаем и перемешиваем. Затем наши лодочки тоже слегка подсаливаем и натираем изнутри. На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем отжатые баклажаны, слегка поджариваем. На другой сковороде поджариваем наши лодочки с двух сторон. Нарезаем мелко чеснок, помидоры и вместе с фаршем все добавляем в поджаренные баклажаны, а также вы можете добавить перец, либо любые специи, которые вы любите. В этот момент взбиваем яйца и потом уже в готовые лодочки добавляем нашу начинку, распределяем равномерно, заливаем взбитыми яйцами и запекаем наши лодочки в течение 30-35 минут при 170 градусах. Подаем лодочки, сверху посыпая зеленью. Этот рецепт вы можете использовать на ужин. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!